Друзья, кабаны. Я приехал в лес всего на 2 дня, чтобы закрыть крышу своей землянки. Но лес быстро дал понять, я здесь не один. А фотоловушка показала, здесь кипит своя дикая жизнь. Не дали нормально, поспать. Пошли отсюда! Но отступать было поздно. Нужно было укрепить каркас, собрать дверную коробку и закрыть крышу. Впереди дождь, ночевка, огонь и лесной ужин. Сегодня эта яма с бревнами впервые станет похожа на настоящее лесное укрытие. Но все началось вот с этого утра. Всем привет! Вы на канале Тайные Тропы. Меня зовут Илья. И сейчас вы смотрите 3-ю серию о строительстве этой землянки. Сейчас уже май месяц. Листья практически везде распустились на деревьях. Кругом бегают кабаны, косули, лоси, лисы, барсуки. А я здесь, в этом недостроенном сооружении. Но ничего, в этой серии мы с вами постараемся, самое главное, сделать крышу, доделать стены. Ну а там, как пойдет. Я думаю, что видео получится крайне интересным. Не переключайтесь, накладывайте себе чаек, наливайте покушать и поехали! Гвозди 300-ки. Таким убить можно. Я взял с собой несколько таких гвоздей для особо ответственных соединений в этой землянке. Как, например, место соприкасания вот этих вот балок, на которые будет упираться крыша, с основным каркасом. Первым делом я решил заняться передней частью землянки. Здесь нужно было подсыпать и выровнять грунт так, чтобы снаружи оставались видны только 2 передних венца. Мне не хотелось, чтобы вокруг укрытия были ямы, резкие перепады и куча лишней земли. Чем ровнее получится площадка вокруг, тем аккуратнее и естественнее будет смотреться вся землянка в лесу. Друзья, планы поменялись немного. Там, где я хотел раньше делать дверь, двери не будет. Двери будет вот здесь. Вот тут я сделаю дверную рамку. Поэтому сравниваю низ сейчас с окружающей средой, так сказать, чтобы все тут было ровненько и красиво. Пришла пора заниматься дверной коробкой. Сейчас я готовлю бревно, которое станет порогом для двери в землянку. Чтобы выбрать ровную площадку, делаю пилой частые пропилы через каждые 3-5 см, глубиной примерно 2-3 см. Так древесина легче убирается и можно аккуратнее снять лишний слой. Первый участок я выбил стамеской, а дальше уже пошел топором, постепенно формируя ровную плоскость под будущий дверной порог. Здесь я примеряю бревно к месту будущей дверной коробки. После примерки делаю несколько деревянных клиньев. Концы немного обрубаю топором, чтобы они легче входили в древесину. Дождь накрапывает. У меня еще крыша не готова. Не мог он подождать немножко, а? Дальше начинаю забивать клинья в бревно. Так я постепенно раскалываю его вдоль, чтобы получить 2 половины для дальнейшей работы. Бревно уже треснуло пополам, но полностью половинки еще не разошлись. Пришлось немного доработать и приложить усилия, чтобы отделить одну часть от другой. Конечно, доска получилась не идеальная, но все лишнее потом можно подправить топором.
Подрезаю две наклонные балки стропила, которые сходятся к коньку и образуют проем. Делаю в них небольшие треугольные выборки, чтобы потом посадить сюда верхнюю часть дверной коробки. Верхняя часть дверной коробки уже установлена на место. Теперь подгоняю и вбиваю боковые стойки, чтобы коробка держалась жестко и не гуляла. Для этих деталей я заранее расщепил два бревна вдоль. В лесных условиях это довольно рабочий способ получить доски без станков. Только ручная пила, топор и немного терпения. Ну вот такая вот у меня дверная коробка получилась. Сегодня, конечно, я дверь делать не буду, но, так сказать, место под нее уже готово. Песок, который остался после выкапывания ямы внутри землянки, перекидываю вдоль стен сруба. Нужно выровнять площадку под будущую укладку крыши, чтобы все легло ровно, без ям, бугров и лишних перепадов. Дальше заготавливаю жерди для крыши. В лесу отмеряю нужную длину рулеткой и отпиливаю заготовки ручной пилой, чтобы потом они легли на сруб ровным рядом. Принесенные жерди очищаю от сучков топором. Все лишнее обрубаю и складываю заготовки в одну кучу. Так удобнее потом брать их по одной и укладывать на крышу. Наконец-то я укладываю крышу. Напилил штук 30 вот таких вот тонких бревен по 2 метра. Но я не учел тот факт, что здесь землянка практически к целине, вровень, а там, ну, там я накидал, там нормально. Соответственно, вот здесь вот нужно прокапывать яму, чтобы эти бревна нормально встали. Я вот первую яму выкопал, примерил, и все хорошо, все четко. На сегодня я работу с крышей почти завершил. Осталось только щели проложить мхом, чтобы он послужил таким армирующим слоем между древесиной и берестой, которую я хочу собрать по округе и сделать из нее гидроизоляцию. Но я сделал тут такую прореху. Дело в том, что я хочу здесь сделать дымоход для печи. Я еще не решил, тут будет постоянная печь или приносная. Но, тем не менее, дымоход должен быть, чтобы уже под него ориентироваться. Он будет вот примерно где-то здесь. Я думаю, завтра я с ним закончу. Сегодня уже вот вечереет, а нужно еще ужин приготовить. Друзья, если вы вдруг кушаете, то отвернитесь на несколько секунд. Я хотел бы показать удивительную вещь. Вот землянка. Вот тут вот лежал кусочек пенечка. Кусочек сруба, из которого я делал эту землянку, не покладая рук. Пришла лиса и нагадила прямо на этот пенек. Я не знаю, что за привычка у лис гадить на какие-то странные вещи. Может, они так территорию метят или еще что-то. Но вот я очень много таких кейсов в лесу наблюдал, когда что-то такое выдающееся, или камень, там, или бревно, и на ней там очень часто на этом всем лежит какашка. Теперь прохожу по всей крыше и забиваю щели между жердями мхом. Стараюсь утрамбовать его как можно плотнее, чтобы закрыть просветы и сделать основу более цельной перед следующим слоем покрытия. Вы не смотрите, что корни мха я укладываю снаружи, мне чтобы изнутри на потолок было веселее смотреть, потому что на этот мох пойдет слой бересты, как черепица она у меня тут будет. На бересту пойдет песок.
таким слоем. И на песок пойдет новый слой мха. Вот такая вот у меня будет крыша в итоге. Только доделал крышу, и дождь пошел. Наконец-то у меня есть крыша над головой. Хотя бы такая примитивная. Но уже задел на будущее. Но в целом план на сегодня я выполнил. Крышу покрыл бревнами. Завтра продолжу этим заниматься. А сейчас пойдем добывать себе ужин. Друзья, кабаны. Прям совсем недалеко от землянки. Пойдемте за ними. Капец, друзья, тут огромное стадо. И они, походу, прямо вокруг меня. Вот сейчас, куда я снимаю, там основная движуха. Их там штук 10 просто огромных. И еще сбоку от меня несколько штук. Блин. Охренеть. Надо отсюда выбираться. Все, там начинается какая-то суета. Походу, меня спалили. Да ну нафиг! Да, друзья, это был экшен. Прям метров-то 50 от землянки отошел и наткнулся на стадо кабанов. Ну ничего, такие вот у нас дикие места. Ладно, они убежали, надеюсь, не за мной. Надеюсь, я их спугнул. Поэтому двигаемся по плану. А по плану у нас ужин. Успел буквально в последний вагон. Весной в лесу растет папоротник орляк, вернее растут его побеги, которые можно употреблять в пищу. Но до поры до времени. Когда он уже распустится и станет похож на папоротник, тогда его уже в пищу употреблять, ну не то чтобы нельзя, но становится не так круто и не так удобно и не так вкусно, как сами побеги. Потому что побеги хрустят, побеги хорошо жуются и все с ними прекрасно. И сегодня мы с вами их пожарим на ужин. Благо, я сейчас нахожусь в месте, где папоротник растет очень много. Вот все, это папоротник. Я соберу буквально там штучек 15-20, чтобы мне хватило на сковородочку пожарить. Беру топор и пару подходящих пенечков. Буду снова делать финскую свечу. В походе это очень удобная штука. Из одного полена получается и костер, и устойчивая подставка для посуды. В этот раз делаю сразу две свечи. Одну под сковородку, чтобы готовить еду, а вторую под чайник, чтобы спокойно вскипятить воду.
Сегодня у меня две финской свечи. На одной я сейчас буду отваривать папоротник орляк, а на другом кипятить чай. Папоротник орляк, если жарить сразу сходу, он будет горький. Поэтому я его хочу сейчас раза 2-3 довести до кипения и слить воду. Таким образом, я хочу убрать вот этот вот горький сок из него. И тогда должен получиться довольно вкусный лесной продукт. Очередной вечер в этом лесу. Для меня уже тут становится все как родное. Знаете, традиционная финская свеча вечером для приготовления вкусного ужина. Гул и жужжание майских жуков. Вон еще кружится в кронах берез. Кабаны, с которыми мы в прошлый раз так и не познакомились, а сегодня увиделись лично, и даже мне удалось немножко понаблюдать за ними. Знаете, когда ты видишь кабанов днем, не так страшно, как то, когда они приходят к себе ночью и топчут где-то, и ты их не видишь. Вот тогда страшно было, а сейчас нет. Плюс еще ветер поднимается, вот из-за этого можно проспать стадо кабанов, которое сюда подойдет максимально близко. Но я думаю, что они меня не тронут. Тем временем папоротник орляк закипел. Сейчас я первую воду сливаю и заливаю следующую воду. Чайник закипел, и сейчас я хочу намешать сюда свой фирменный чай. Основа моего напитка — это черный чай Дахунпао, один из моих любимых черных чаев. Второй не менее важный ингредиент – это чабрец. Третий очень важный ингредиент – это мед. В данном случае алтайский. Кроме того, в такой напиток отлично подходит имбирь и цедра лимона. И получается такой согревающий напиток. Я отварил данный папоротник 2 раза и думаю, что он перестал горчить. Надо, кстати, попробовать. Да, вполне сносно. У этого папоротника есть два противоположных свойства. Первое, чем больше ты отвариваешь этот папоротник в воде, тем больше уходит горечи. Если его нормально проварить, горечи вообще не будет. Но это чревато. Опять же, чем дольше ты отвариваешь папоротник в воде, тем более он становится мягкий и менее хрустящий. И нужно поймать именно тот момент, когда он еще плотненький, но когда он уже не горький. Лишнее масло сливаю. Вот такое вот блюдо у меня получилось. Папоротник орляк и кусок классной говядины. Я надеюсь, что стейк из этой говядины у меня получился. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной.
Мясо идеально пропеклось. Чай успел завариться. Пахнет просто божественно. То, что нужно для весеннего долгого вечера. Сейчас немножко посижу возле костра, послушаю звуки природы и буду потихоньку укладываться спать. Ой, жуки все летают. Жукам не спится. В этот поход я взял с собой не совсем обычный телефон. Это Tank 3 Pro. Он сразу ощущается не как обычный городской телефон, а как полноценный походный универсальный гаджет. Главная фишка для меня — это мощная батарея. 23 800 мАч. В лесу это сильно выручает. Можно пользоваться картами, снимать видео, смотреть контент. И к вечеру у вас телефон точно не разрядится. Еще одна необычная функция в этом телефоне — встроенный DLP-проектор на 100 люмен. Вечером можно натянуть белую ткань, например, или использовать палатку и устроить мини-кинотеатр прямо в лагере. По камерам здесь тоже все очень хорошо. Основная на 200 мегапикселей, ширик на 50, телевик с трехкратным зумом и специальная ночная камера на 64. Для похода удобно. Пейзажи, детали, съемка в темноте – все в одном устройстве. Внутри стоит мощный процессор. Оперативки здесь до 36 гигов с расширением. Встроенная память 512 гигов. Плюс можно добавить карту памяти до 2 терабайт. А вот это тоже очень уникальная функция. Здесь есть кемпинговый свет на 1200 люмен. Предупреждающие огни, барометр, гироскоп, программируемые кнопки и точный GPS с поддержкой L1 и L5. В итоге Tank 3 Pro — это вариант для тех, кому нужен не просто красивый смартфон, а настоящее универсальное устройство для путешествий с огромной батареей, хорошими камерами, мощным фонарем и, самое главное, проектором. Я, конечно, еще потестирую его в разных условиях, но для выезда в лес он выглядит очень интересно. Друзья, вот я уже заполз в свое логово. К сожалению, в нем есть 3 огромные дыры, через которые сюда могут кто-нибудь проникнуть. Но я надеюсь, что в ближайшее время их не останется. Вот, кстати, дождик пошел. Ах ты ж зараза. Надо тент приготовить. Если вдруг крыша с мхом не выдержит такой дождик, сверху накинуть. Ну ладно. Я надеюсь, что выдержит. Пока не буду этим заниматься. Сегодняшний день был очень насыщенный, очень богат на приключения. Я сделал крышу. Почти. Сделал. Половина работы проделана. Осталось покрыть ее непромокаемой берестой, засыпать песком, заложить мхом, чтобы это все не осыпалось, и будет просто перфекто. Ну и, конечно же, дымоход оставить. Осталось заложить 2 стены, переднюю, заднюю, и сделать дверь. Ну и все, и можно будет заниматься внутренним убранством, сделать лесенку такую, сделать, наконец-то, лежак. Я уже тут который раз ночую без лежака. Ну, мне, в принципе, на полу нормально. Расстелил вот этот мягкий надувной коврик, и все хорошо. Так что вот такие вот дела, друзья. Ладно, не буду, наверное, снимать, как я тут раскладываюсь, достаю спальник, ложусь спать. Увидимся с вами через несколько секунд. Спокойной ночи, друзья. Друзья, слышите?
Чё, что здесь кто-то? Далеко от землянки ходит. Не дали нормально, блин, поспать. Ну где-то не вот прям близко, а в кустах вот соседних. Какое-то движение было. Ха! Пошли отсюда! Блин, и как тут теперь уснуть? Ну, вроде убежали. Мне кажется, это кабаны были опять. И эта стая или другая. Ну ладно, если что-то еще будет интересное, я вам обязательно покажу и расскажу. Рубрика «Подглядываем за интимной жизнью животных» снова в эфире. Фотоловушка простояла у водопоя целую неделю и сняла столько животных, что в один ролик все просто не поместить. Поэтому пришлось безжалостно резать хронометраж и оставить для вас только самое интересное. И начнем, конечно, с ночных гостей. Кабаны у лесной лужи чувствуют себя вполне уверенно. Ходят, хрюкают, копаются в грязи и, кажется, вообще считают этот водопой своим личным спа-комплексом. На следующий день мимо фотоловушки спокойно прошла косуля. Больше за этот день ничего особо интересного камера не поймала. А вот это уже новый гость для нашей фотоловушки. Впервые в этом месте камера зафиксировала лося. Точнее лосиху, рогов-то у нее нет. Она подошла к водопою очень спокойно, попила воды, но при этом ни на секунду не теряла бдительности. То опустит голову, то поднимет, оглянется, замрет и направит уши в сторону подозрительного звука. Настоящие природные локаторы. Улавливают, кажется, каждый шорох в лесу. Ведет себя лосиха крайне осторожно, медленно, аккуратно и даже как-то вежливо. Напилась, убедилась, что все спокойно, и отправилась дальше по своим важным лосиным делам. Кстати, заранее отвечу на один вопрос. Иногда за лужей зажигается свет. Это висит еще одна фотоловушка. Не пугайтесь. Под утро к водопою заглянул довольно суетной кабан. Он был явно на взводе. С важным видом все обнюхал, пофырчал, потыкался носом, как будто проводил срочную проверку территории. И вот теперь становится понятно, зачем кабан так тщательно проверял территорию. Спустя какое-то время к луже подошло уже целое стадо кабанов, гораздо более представительное. Босс, все чисто. Похоже, тот первый был не просто суетной прохожий, а настоящая служба безопасности. Проверил периметр, понюхал землю, убедился, что все спокойно, и только после этого на курорт прибыл кортеж президента этого леса. Можно сказать, глава территории со своей свитой приехал принять минеральные воды и провести время в грязевом спа без лишних глаз. Ержан, вставай, босс пришел. Вставай, кому говорю. Да пошел ты, я увольняюсь. После банных процедур в местном Куршавеле кабанчики немного задержались у лужи, обкашляли важные вопросики и спокойно двинулись дальше. Пошли делать что-то очень серьезное, очень нужное и, конечно, исключительно президентское. Следующей ночью снова пришло стадо кабанов в это благословенное место. Сначала они дружно выстроились у водопоя, очень организованно, почти как на торжественной церемонии. И только потом я понял, в чем дело. Похоже, у них сегодня был настоящий день мытья попы. Да, друзья, вы не ослышались. Я впервые увидел, как кабаны так старательно приводят в порядок свою попу. Вы только посмотрите на это. А потом один кабанчик решил, видимо, провести инспекцию и проверить, насколько чистая попа у соседа. От тебя воняет, иди перемывай. Но что-то ему не понравилось, и он с разбегу врезался прямо в попу другого кабана. В общем, у кабанов было насыщенное мероприятие – день мытья поп.
А дальше начинается какая-то совершенно необъяснимая кабанья суета. Один встал прямо перед фотоловушкой и спокойно что-то почавкал, будто у него перерыв на обед. Хотя ночь вообще-то. Следом другой кабан пронесся мимо так, как будто его внезапно ужалили в одно очень важное место. А третий подошел к луже, без лишних раздумий плюхнулся в нее боком и просто лег отдыхать. И вот этот, конечно, больше всех похож на президента леса, или как минимум на очень важную шишку. Господин президент, у нас проблемы. А этот кабан пятаком нашел какой-то подозрительный корень и тут же испугался, как будто откопал что-то запрещенное. Без драки сегодня тоже не обошлось. На экране два кабана выясняют отношения. Кто главный у лужи, кто первый мылся, или у кого попа чище. Судя по накалу, вопрос принципиальный. Днем у водопоя появилась лиса, остановилась, подняла ногу и без лишних слов показала, что думает обо всех остальных посетителях этого места. После чего спокойно удалилась. Ночью у водопоя появился еще один новый посетитель – барсук. Для этой локации это довольно редкий гость, поэтому появление почти торжественное. Но есть один нюанс. На этого товарища у меня уже имеется компромат. Я знаю, где он живет. Так что, возможно, в следующих сериях мы заглянем к нему в гости. А вот к водопою пришел уже настоящий кабаний детский сад. 3 взрослые кабанихи и целая толпа маленьких поросят, считай, если на выезде. Одна из кабаних сразу решила не терять время и приняла ванну, пока все остальные спокойно пили воду. Кабанята, как обычно, бегали, суетились, что-то выясняли между собой и создавали вокруг себя полный детсадовский хаос. Но в целом все прошло штатно. Попили, помылись, пошумели и отправились дальше по своим важным ясельным делам. И честно говоря, я рад, что с ними все в порядке, потому что эту компанию мы уже видели в предыдущей серии. Лес живет, и это хорошо. Утро в лесу всегда начинается по-особенному. Выглядываешь из землянки, а вокруг еще все тихое, свежее, будто лес только просыпается вместе с тобой. Воздух прохладный, чистый, и даже обычная разминка после сна здесь ощущается совершенно иначе. Люблю утренний лес. Когда никуда не нужно спешить, можно просто постоять, оглядеться, потянуться, послушать, как где-то шуршат ветки и просыпается природа. В такие моменты особенно хорошо понимаешь, зачем выбираешься подальше от города. Сегодня утро выдалось бодрое. Вроде спокойно, но по верхушкам деревьев уже хорошо гуляет ветер. Так что день, похоже, будет интересный. В первую очередь нужно заготовить несколько бревен для крыши. Позже я уложу их поперек, чтобы они прижимали и удерживали верхний слой, бересту и песок. Сейчас это просто подготовительный этап. Подобрать подходящие стволы, обрубить лишнее и сделать заготовки нужной длины. Настало время ручного сверла. Нужно просверлить сквозные отверстия в тех бревнах, которые потом лягут сверху на крышу, и в основаниях, к которым они будут прилегать. Дальше через эти отверстия я соединю все деревянными чопиками. Такой способ простой, но надежный. Без гвоздей и лишнего металла можно крепко зафиксировать бревна на месте. Сейчас главное точно совместить отверстия, чтобы потом верхние бревна легли ровно и хорошо держали слой бересты и песка на крыше. В итоге вот такие поперечные балки на крыше у меня получились. Они будут держать бересту, они будут держать песок и они будут держать мох. Кроме того, вот здесь вот это будет отверстие под печку. Осталось только выложить бревнами низ и вверх.
Тут, значит, 90. Тут 50. То есть мне надо 4 бревна по 90 и 4 по 50. И я закрою эту и эту потребность. Чтобы не изобретать велосипед и не городить здесь непонятные конструкции, я все-таки решил взять немного гвоздей и воспользоваться ими. Просто прибить сверху и снизу недостающие части крыши. Последний штрих на дымоход — это два вот таких бревна. Раз и два. Теперь получился вот такой прямоугольник, к которому можно приделать лист железа с выходом под трубу, и будет довольно пожаробезопасная конструкция. Прямо рядом с землянкой есть место, где много поваленных берез. Как раз то, что нужно для следующего этапа. Здесь можно собрать бересту для крыши. Чтобы было удобнее, я расстелил на земле тент и складываю всю кору прямо в него. Так бересту проще собрать в одном месте, а потом сразу же перенести к землянке. Береста для такой крыши подходит очень хорошо. Она плотная, гибкая и почти не пропускает воду. Главное выбирать цельные куски, без лишних повреждений и больших разрывов. Если в бересте нет отверстий, через которые вода сможет пройти, она будет работать как хороший природный водоизоляционный слой. Теперь начинаю укладывать бересту на подготовленную крышу. Иду снизу вверх, обязательно внахлёст, так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, и вода не могла затекать под слой коры. Если на каком-то куске есть отверстия, прорезы или другие повреждения, сверху перекрываю это место еще одним листом. Под поперечные балки тоже стараюсь заводить бересту внахлёст, чтобы не оставалось открытых участков. После каждого уложенного слоя сразу подсыпаю песок. Он прижимает бересту к крыше, не дает ей сползать и фиксирует все на месте. Ближе к коньку крыши я использую самые цельные куски, те, которые раньше шли вокруг ствола. Разрезаю их посередине и укладываю так, чтобы один край уходил на одну сторону крыши, а второй на другую. Получается хороший сплошной перегиб через верх, и это должно дать довольно герметичный слой. Когда вся береста уложена, остается засыпать ее песком сверху и окончательно прижать. Ну вот, друзья, итог двухдневной работы. Я что-то сегодня себя очень чувствую уставшим, притомился, поэтому мало разговаривал. Но, тем не менее, у нас за эти 2 дня есть дверная коробка, у нас есть практически полная крыша. Осталось всего ничего, там чуть-чуть докидать песок, сравнять вот это вот все дело, может быть, где-нибудь бортики подставить, чтобы песок дальше не съезжал. И заложить в результате это все мхом. Я не знаю, как себя будет вести береста в плане гидроизоляции, но надеюсь, что хорошо. И если вдруг это сооружение, несмотря на бересту, несмотря на песок, несмотря на мох, который будет на нем находиться, будет пропускать литры воды в дождливую погоду, зимой, когда на ней будет лежать снег, то, скорее всего, эту крышу нужно будет переделать и постелить уже что-то более подходящее для гидроизоляции. Но, опять же, повторюсь, я хотел эту землянку сделать максимально из природных материалов, минимально задействовать каких-то вот привозных вещей, типа пленки, там, не знаю, рубероида, тента или еще чего-нибудь. И то, что мне тут подвернулось под руку, это береста. Это была 3-я серия из цикла фильмов про строительство данной землянки. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Я надеюсь, что вы с большим удовольствием, как и я, пережили эти 2 дня в диком лесу с кабанами, с подножным кормом, с этими ночными кострами. Ну а с вами был канал Тайные Тропы, его ведущий Илья. Всем пока, до новых путешествий!